Всем привет, парни! GSOR 1010, британский средний премиум танк, который выпадает из новогодних коробок. Как видите, мне эта машина выпала, откатал на ней какое-то количество боев и уже имеется мнение, которым хотел бы с вами, конечно же, поделиться. Танк, сразу оговорюсь, далеко не для каждого игрока, очень сложная машина, и если вы привыкли играть на тяжелых танках и он вам все-таки выпал, то считайте, парни, вы в заднице. Но если вы любитель СТ, то к машине можно привыкнуть, особенно если у вас есть опыт управления легкими танками. Поэтому сегодня об этом всем поговорим, постараемся быть максимально, скажем так, информативными, поэтому поехали. GSOR, парни, выпадает из новогодних коробок, до этого он продавался, его можно было купить, это первый танк, который полностью представил ветку новых британцев, то есть у нас с 5 уровня идет вот полностью новая ветка, которая, как видите, у меня абсолютно не открытая, там на 10 уровне концепт 5. Вроде неплохая машина, но пока до них, в общем-то, не дошел. Так вот, его можно было приобрести. Я, если честно, не понимаю, зачем разработчики решили добавить его в новогодние коробки. Как по мне, машина, ну, ей там не место. И, скорее всего, она была добавлена чисто для того, чтобы заполнить пустое пространство по танкам. Там есть куча новых машин интересных, там Тигер Маус, советский 9 уровень. Ну, просто это, когда он мне выпал, честно, парни, я был, если честно, огорчен, потому что я себе этот танк точно не хотел. Давайте, парни, пока поговорим о машине в целом. Итак, у нас орудие 8 уровня. Видим, что 105-миллиметровка имеет неплохое пробитие базовым снарядом в 218, альфа 360. Важно, базовый снаряд бронебойный. И это, как по мне, очень даже хорошо. Пробивает неплохо. За все бои, которые я на нем сыграл, я ни разу не стрелял голдой, потому что пробития хватает, учитывая, какая у этого танка динамика. А это танк, сразу вам говорю, это не колесная техника, хоть вы видите колеса. Танк вообще ездит не как ЕБР, это совсем другая абсолютно механика, поэтому рассчитывать на то, что он супер юркий, не стоит. Он, да, он неплохо набирает вперед, неплохо откатывается назад, но поворачивает он, ой-ой, друзья, как это больно. Поэтому по орудию видим, что у нас разброс неплохой 0.33, сведение 2 секунды. С экипажем стопроцентным боевым братством у нас разброс вообще 1,88, точнее время сведения 1,88, а разброс 0.31. И это очень даже неплохо. По оборудованию я пробовал играть на разных сетапах. Для себя выделил оптимальный. Это турбина, желательно трофейная, лучше боновая. После турбины ставим систему выхлопа. И, конечно же, улучшаем перезарядку, ставим досылатель, желательно вообще боновый, будет замечательно. В такой сборке у нас получится ДПМ в районе 200. С этим можно играть. Перезарядка орудия 10 секунд. То есть, в принципе, реализовываться сможем. Но рассчитывать, что этот танк будет вытягивать из боя тонны урона, я бы точно не стал. По фишкам машины, что здесь хорошего? Хорошая здесь, друзья, динамика. Здесь действительно очень хорошая мобильность. У нас мощность двигателя, хоть и не сильно большая, 519 лошадей. Но этого хватает. Удельная мощность у нас итоговая 27 практически лошадей на тонну, максималка с турбиной вперед 65, назад 33. И с этим, друзья, действительно можно играть. Помимо динамики у нас еще неплохая незаметность. То есть видим, если мы ставим систему выхлопа, на экипаже есть у нас маскировка, боевое братство и камуфляж. На машине мы получаем в стоящем положении 35,7, а это уже очень много. По обзору у нас ничего рекордного, 400 метров. Поэтому танк такая, знаете, быстрая ПТ, на которой стоит приехать, занять положение, отстреляться и откатиться. Задний ход позволяет. Здесь задний ход у нас, как я уже сказал, 33 км в час с турбиной. И после выстрела откатываться очень комфортно. Более детально в бою мы об этом, конечно же, поговорим. По перкам экипажа боевое братство, маскировка, они обязательны, чтобы улучшить танк, потому что, ну, действительно машина довольно большая, и то, что он обладает неплохой маскировкой для СТ, этим, друзья, надо пользоваться. Маск-сеть сюда ставить не будем. Знаю, есть подписчики, которые видели, что я на некоторые танки рекомендую ставить маск-сеть и называют меня умственно отсталым, но на некоторые машины можно экспериментировать с оборудованием, и у каждого игрока, который играет, у него свой подход к машинам. Поэтому не нужно думать, что если блогер сказал, то это панацея. Можете попробовать свои сетапы. Под мой геймплей это самое оптимальное. Бронирования, друзья, здесь никакого нет. Я даже не вижу смысла открывать Collision, потому что здесь действительно с этим очень плохо. У нас 50 по кругу. 60 по кругу, ну, одно и то же. Хотя был один момент, когда у меня по вот таким углом Скорпион от НЛД его выстрел отлетел. Но рассчитывать на то, что машина будет танковать, это не стоит, парни. Очков прочности очень мало, 1200, и действительно машина не прощает ошибки.
Поэтому дважды думайте, куда вы будете ехать. Полевую модернизацию я никакую не ставил, не считая слота на разведку, чтобы улучшить маскировку. В остальном здесь ничего из этого не надо. Танк и так неплохо катается. Знаю, другие блогеры советуют что-то ставить, но, как по мне, у него ТТХ вполне сбалансированный. Единственное, что я бы хотел, чтобы было больше очков прочности. Но ставить сюда закалку смысла никакого не имеет. Поэтому, парни, по стоимости снарядов, кстати, у нас бронебойка базовая 1200 стоит, голда стоит 4800. Пробивает голда 252 мм. Это подкалибр, летает быстро. Но чаще всего вы им стрелять вряд ли будете. Поэтому, друзья, машины разобрались. Давайте теперь перенесемся в бой. Поговорим, как на нем правильно играть. Поехали в бой. Забросило, друзья, нас на карту Эрленберг. Как видим, сетап с 9 уровнями. В этом бою я настреляю неплохое количество урона. Выбрал его показательным, потому что мы не в топе находимся, а внизу списка. Видим, что противники против нас довольно-таки не слабые. И куда ехать? То есть сразу возникает вопрос. Слева мне делать нечего. Хоть у меня и хорошие УВН, но у меня нет брони, абсолютно от головы не постоишь. Поэтому принимается решение. Я не хотел стоять в кустах полноценно. Я решил поехать направо, на нулевую линию. Потому что на нулевой линии будет максимально комфортно реализовывать эту машину. Как видите, набирает танк довольно неплохо. Едет действительно быстро, хорошо, но скорость поворота, особенно на месте, не то что в движении, это просто ужас. Поэтому, как многие блогеры говорили, я также смотрел обзоры некоторых из них, все правильно было сказано, то что модель танка это обычная гусеничная машина, на которую нарисовали колеса. По факту колеса не являются колесами, да, они танкуют, это правда, то есть бывает вам в колесо прилетает, есть анимация, есть все, но по сути это просто танк, которому нарисовали колеса, а крутится он как гусеничная техника. Приехали мы довольно быстро с уровнем бачата. Занимаем здесь горочку и будем спокойно отсюда настреливать. Пушка очень, друзья, комфортная. У танка шикарная стабилизация. Я не считаю, что сюда имеет смысл ставить стабилизатор. Можно спокойно играть с тем набором оборудования, которое я вам рекомендовал. Орудие действительно в этом плане мое почтение. То есть она стреляет хорошо, не судите по первому выстрелу. Откатывается, как видите, машина тоже хорошо. Но из ярых минусов, то, что я для себя обнаружил сразу, как только она мне выпала, я начал на нем играть. Это первые боев 7, наверное, я привыкал к тому, что у нас 1200 очков прочности. И отлетаем мы в ангар моментально. Особенно если нас бросает к 10 уровням, или мы просто попадаем под фокус. Нас душат сразу, душат все, в любую проекцию машина пробивается. Конечно, будут такие моменты, когда в вас просто банально будут не попадать, но чаще всего машина не живет. То есть если вы игрок, который не понимает карт, не знает позиций, и он вам выпал, учитесь, конечно, учиться никто не запрещает, но машина, она скиллозависима и скиллозависима очень. Поэтому держать на нем средний урон в районе 2000, это вам, парни, придется постараться. Конечно, будут настрельные бои типа этого, когда вы можете из спин союзника реализовывать, но таких боев будет мало, потому что карты у нас в игре далеко не идеальные, я думаю, это все прекрасно понимают. И на неидеальных картах, например, там химки какие-то, ну именно для такой техники, я имею в виду не идеальные, на химках вам будет тяжко. Поэтому все зависит от боя, анализируем сетап противника, нужно понять ТТХ машины, где вы можете быть полезны, и от этого уже непосредственно отталкиваем. То есть здесь мы видели, что справа у нас есть возможность играть от горы, у нас хорошая динамика, и от этого отталкиваться можно. То есть действительно мы приехали первые, заняли, уже 1200 урона есть. Я почему показываю такие бои, вот как этот? Потому что, парни, важный момент. Я средний игрок, я не какая-то киберкотлета, и по моей статистике, кто хочет, можете посмотреть это все, навіть открыто. Просто играю так же, как и вы, и делюсь своим мнением, как от обычного игрока обычному игроку. Я не призываю, друзья, пользоваться непосредственно и, как говорится, must have, то, что я ставлю на технику. Я вас, наоборот, призываю к экспериментам, пробовать разные варианты развития машин. В том плане, то, что только вы решаете и знаете, как вы играете, поэтому по геймплею непосредственно отталкивайтесь сами, что ставить. Но эта машина довольно будет сложная для вас. Это не простой стандартный танчик, на котором можно сесть, там, поехать и нагнуть рандом. Так не будет. Видим, что орудие действительно очень неплохое, то есть точности хватает, летит очень часто в круг прицела, что важно. Об этом, кстати, говорил недавно, я смотрел видео Корбен Далласа.
Он сравнивал его с КПЗ, с 8, и он говорил, что у этой машины чаще летит в круг. Я с ним абсолютно согласен, в том плане, то, что действительно заметно, что баллистика непосредственно снарядов очень-очень хорошая. То есть на машине действительно комфортно реализовываться. Пушка мне очень нравится. Из многих танков, на которых я играл, орудие мне очень похоже на пушку Паттона. То есть то, что ты куда бы голову свою не крутил, у тебя прицел остается на одном месте. То есть он абсолютно не в движении, конечно, на месте, когда мы стали. Стабилизация, она мое почтение. То есть приятно с него стрелять. И сам звук выстрела непосредственно звучит также очень и очень комфортно. Как видим, здесь турбослив типичный, 11.3. Мы разнесли противников без проблем. Машина, она приносит приятные такие ощущения, особенно от стрельбы. Динамика, да, это классно, он 65 катит вперед, но поворачивает он с трудом, и вам придется потратить немало боев для того, чтобы привыкнуть, как на нем рулить, потому что рулится он, мягко говоря, не ахти. Вот по стрельбе, если вы умеете играть на ПТ, особенно ПТ с маскировкой, и знаете хорошо, где можете их реализовывать, то машина может вам понравиться, и понравится очень сильно. Потому что, ну, здесь действительно можно приехать, маскировка есть, встать в куст, отстреляться, быстро закатиться, то есть в этом плане вообще без проблем. Поэтому, парни, видите, вот колесо, кстати, пробилось. Вот так это все выглядит. Похоже немного на механику ЕБР. Поэтому как-то так. Первый бой у нас получился максимально простой, с девятками. Давайте теперь продолжим диалог во втором бое. Поехали туда. Второй бой, друзья, у нас уже на карте Редшер. Здесь мы в топе списка. Здесь, кстати, будет тот момент, когда от меня отрикошетил Скорпион. Я, конечно, обалдел с этого, потому что у нас, напоминаю, 60 мм лоб. Да, ВЛД неплохо имеет приведенный угол, неплохой, но рассчитывать на то, что машина способна что-то отбить, я бы не стал. Фугасы нас карают вообще очень сильно, потому что брони здесь нет. И рассчитывать с этим тоже надо. Здесь я принимаю решение, что имеет смысл, поскольку у нас есть хорошая динамика, и мы быстро ездим, занять центр, попробовать отстрелять ЛТ или ПТ. Видим, набираем мы в гору 40 километров вообще без проблем. Поэтому подъезжаем к кустикам, будем смотреть за свет первичный. Это хорошо, что в этом бою было большое количество ЛТ. Если бы их не было, а я играю без оптики, то было бы очень даже печально. Ебрик летит. Даем ему тихонечко приятно альфа 394 и откатываемся назад. Задний ход это просто класс. Когда вы понимаете, что вы находитесь за рельефом и можно откидаться и сдать назад, это прям, друзья, очень даже комфортно. Светился. Вот, видели? Скорпион отскочил. Здесь я, правда, был очень сильно удивлен. В этом бою будет большое количество урона, то есть уже 4000 плюс, и здесь, конечно, удалось машину реализовать в полной мере. Здесь будут и перекатки и так далее. То есть, говоря о машине, динамика и орудие — это его сильные стороны. Динамика за исключением поворотов, как я уже сказал. Орудие мне очень нравится. То есть, даже учитывая то, что у нас пробитие небольшое, 218, для СТ 218 это достаточно, потому что на СТ вы не должны стреляться лоб в лоб. Средние танки — это машины, которые позволяют вам находить удобное положение для стрельбы. То есть вы постоянно для реализации средних танков должны искать выгодные для вас позиции, где вы можете зайти противнику в борт. Особенно на динамичных СТ. Это как, друзья, знаете, как с бачатом. У бачата мощный барабан, но если вы этот барабан выдаете в 2 танка, скорее всего вы умираете, потому что на бачате нужно искать одиночные цели. Или играть в ПТСАУ, то есть вы это сами прекрасно понимаете. Поэтому на такой машине главное, что нужно делать, это искать место, где вы можете выдать непосредственно вашу стрельбу. Как бы это ни звучало, да, я понимаю, немного подвис, но просто машина, по сути, она сложная и скиллозависимая. И отталкиваться нужно от того, что простой игрок на нем не сможет спокойно реализовывать его нулевой ДПМ. Вы же сами понимаете, вы стрельнули и на 10 секунд ушли в перезарядку. Если вы будете в центре сражения, вы просто умрете. У вас нету очков прочности. 1200 это просто ничего. Это запас прочности какой-то ПТшки, которая стоит в кустах на краю карты. Вы не такая ПТшка, машиной нужно пользоваться, нужно занимать выгодные для вас позиции, динамика позволяет. Но вам нужно знать эти позиции. Поэтому мой совет... Если он все-таки вам выпал, не нужно сбрасывать его в трейд-ин, попробуйте научиться на нем играть.
Но назвать этот танк супер крутым фармером я не могу. У него коэффициент фарма все-таки подрезан. Я сравнивал его для себя со Львом. Понимаю, далеко не самое честное сравнение, потому что Лев в игре уже 100 лет, а здесь непосредственно новая машина, но при одинаковом количестве урона Лев фармит больше. И больше фармит намного. Да, он слабый, он не играбельный Леве. Ну, то есть есть такие больные люди, как я, которые на нем пытаются играть, ставят боновое оборудование и так далее. То здесь, парни, будьте просто реалистами. Машина может подарить вам приятное ощущение от игры, потому что пушка, опять же скажу, она комфортная. Но рассчитывать на то, что это постоянный прем, я бы не стал. Мне вообще кажется, в наше время в игре World of Tanks очень мало людей, у которых один премиум танк. Особенно это касается старых игроков. Если вы новичок, если вы только недавно начали играть, то, ну, конечно, если у вас выпал один танк, для вас это будет подарок. Но если у вас уже там за спиной несколько тысяч боев, я сильно сомневаюсь, что у вас один прям танк. Потому что когда вы начинаете играть, вопрос покупки танков более высокого уровня, там десяток особенно, он уже стоит более остро, и фармить серебро без премиум аккаунта, без премиум техники, ну это пытка, как по мне. Поэтому, если у вас это один премиум танк, учитесь. Если он не один, попробуйте, не зайдет, сбросите его по трейд-ину, пока не знаю, какая у него будет цена. Но для большого количества игроков, я думаю, эта машина будет крайне сложной и неудобной. Потому что хп мало, ошибки не прощает, брони нету. А учитывая особенности нашей игры, игроки очень любят танки с броней особенно. Или альфовые какие-то. Будь здесь орудие с альфой там в 500 и перезарядкой 15 секунд, ну, извините, он бы игрался совсем по-другому. И возможно, для игроков он был более интересен. Но учитывая, что у нас 360 и КД 10 секунд, ну, как-то можно было бы немного, мне кажется, и подрезать скорость перезарядки. Если бы здесь было реально 360 с таким же пробитием и перезарядкой 7,5 секунд, машина бы игралась уже совсем иначе. То есть я надеюсь, разработчики его не оставят на таком уровне, потому что у танка, ну, действительно, буду честен, у него есть возможности стать крутой машиной. Но то, на каком он уровне находится сейчас, и массовость того, кому он выпал, ну, парни, извините, он действительно это задница. Да, на нем можно настреливать урон, но далеко не в каждом бою, и он зависит очень сильно от условий. Потому что машина, она не прощает ошибки. Любой танк 8 уровня откусывает вам как минимум 30% ваших очков прочности за выстрел, а то и больше. И когда ты там на 3-4 выстрела, а то и на 2, если какие-то Су-152 попадают, ну, то есть вы же понимаете. Здесь все совсем зависит от обстоятельств. Будьте просто осторожны. В этом бою повезло то, что большая открытая карта, много укрытий и много рельефа. И хорошее расположение союзников, противников. То есть никто не слился по-быстрому. Мы тихонько смогли подъехать. Долго здесь, кстати, думал, куда его пробить. Но пробил наверняка в крышу. И получилось настрелять хороший урон. Потому что карта-то открытая, у нас есть динамика. Но чаще всего, в вас если раз попадет какая-то Су-130 ПМ, вам уже и ехать никуда нельзя. Сейчас я подойду, посмотрите, сколько она мне откусит. В современном рандоме очень сложно. Гляньте просто. 597. Все, если бы я был фуловый, это половина танка. Просто половина танка отлетела. В современном рандоме, когда против тебя большие калибры, большая альфа, это очень сложно реализовывать такую технику. У Бураска есть классная маскировка, классная подвижность, он и юркий и все такое. Но сравнивать этот танк, говорить, что это типа Бураск на колесах, я бы точно не стал, потому что он очевидно слабее. Поэтому, парни, какие можно подвести итоги из этого всего? У нас хорошее орудие, это правда. Пушка действительно мое почтение. Здесь голда вообще не нужна. Самое главное вам находить правильное положение в бою, то есть правильную позицию. Если умеете находить, голда вам не понадобится. Голдовый снаряд слабый, то есть 252 пробития на 8 уровне голдой, ну, извините, это очень слабо. У суперпершинга 258 и 0 год, то есть, сами понимаете. Из плюсов: орудие, хорошая подвижность, отличная стабилизация. В принципе, все. Из минусов: большие габариты,
Да, у него есть маскировка, это тоже можно добавить в плюсы, но прям пользоваться этим на постоянку тоже нужно уметь. Поэтому из минусов большой габарит у машины, плохая, очень плохая поворачиваемость на месте, это прям главный минус. Слабый обзор, долгая перезарядка, отсутствие ДПМ. То есть это те минусы, которые реально для большинства игроков будут критически. Поэтому если он вам выпал, я вас поздравляю, вы счастливчик, многим вообще ничего не выпадает из 20 коробок. Но покупать его, если вы смотрите этот ролик для ответа на ваш вопрос, стоит ли его покупать, я бы дважды подумал. Тут зависит от того, на каких танках вы играете, и если у вас преобладает сетап ТТ, эта машина точно не для вас, потому что для вас это будет просто задница. Будьте осторожны, если понравился ролик, палец вверх, подписка и до новых встреч в эфире. Напишите, что вы об этом думаете. Пока-пока.